Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов-Копатель. У нас, скажем так, большой выезд сегодня с ночевкой. Приехали к дому колдуна, там где винный погреб был. Пойдем там побродим. Место вообще просто мистическое, шикарное. Я думаю, будут интересные находки. В прошлых видео вы видели просто разнообразие. Не переключайтесь и, пожалуйста, не забывайте подписываться, друзья. Это вот прям самая лучшая мотивация. Тимур, скажи, пожалуйста, а что ты ожидаешь от сегодняшнего копа? И будут ли гадания какие-то на золото или на серебро сегодня? Гадания обязательно будут. Какой-нибудь ритуал исполним. У нас сегодня есть музыкальные инструменты с собой, которые притягивают хорошие находки. Вы вот так вот посмотрите и никогда не скажете, что это товарищ генерал стоит. А он в зимней амуниции. Монтирует катушку. С маленькой, да, будете ходить? Нет, с большой. Сейчас переделаю на большую. Эллипсоида будете ставить, да? Друзья, у нас потеплело, кстати. Ну, сейчас 0, наверное. Ну ладно, погнали. Успели от машины отойти. Тимур уже там, блин, уже и вытащил, да, его? Но еще пока не видел, что там. Давайте-ка вместе посмотрим. А сколько у нас здесь карат, друзья? Как вы думаете? Смотрите. Ой-ой-ой-ой. Такое колечко. Оно, видите, не просто. Там еще вот как какой-то художественный элемент. Так себе, но копнем в прямом эфире, что называется. Прибедняется опять, там по-любому серебро взял. Так, вижу какое-то колесико, что ли. Сейчас почистим, поглядим. От чего и почему. Как будто бы шасси от маленького самолета. Ну, что-то каталось, может, стол какой-нибудь, столик там или еще что-то. А может, и прибор какой-нибудь. Кто чай пьет? Кто серебро берет? А кто тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и первая серебрушка пожаловала в эфир к ребятам. Ну, надо сказать, неплохой сохран. 1 Зильбергрошен, 1836 год. Берлинский монетный двор. 30-я часть талера. Понимаете, друзья? А тут у нас мужчина. Фридрих Вильгельм III. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошло серебро. Ой-ой-ой, как переливается. Ну, если исходить из того, что вот там вот, где деревья, жил колдун, получается, там у него один дом стоял. Это вот где подвал с винным погребом. Здесь дорога. Вот тут вот течет типа речки, вот где вот деревья вот эти молодые. Явно тут тусня была как бы. И к колдуну люди ходили все время. Правильно я говорю, Тимур? Все верно. Я ближе к дому колдуна пошел. И тут в дороге сигналец. По виду что-то серебряное. От часов, что ли, крышка. Ага. Точняк. Блин, а где ж часы-то сами? Ёшкин крот. Когда же часы мы найдем уже целые, серебряные? Вон там короны, видите? Проба 800. Номер. Все как надо.
Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Красота, друзья, тишина. Ой, благодать. Тимурыч он копает. А он точка, видите, идет. Прогенерал. Что-то вымеряет там шагами. 20 шагов вправо, 15 влево. Генерал настроен на клад, я вам так скажу, друзья. Это вам не шуточки. Вот нашел сигнал, ребят, хотел Пашке подарить, отказался он от него. Сигнал очень хороший, друзья, я просто вынужден отказаться. Тут мне стыдно даже принимать такой сигнал. Сейчас Тимур выкопает что-нибудь, блин, интересное. А так бы я выкопал, и настроение у Тимура хорошее было, а у меня бы такое. Еще лучше. Вот тебе и отказал. Да, да. Тех времен, как думаешь, Паш? 100%. Каких же, не этих же. Посмотри, на нем может что-то и будет это. Ничего. Ну, все, что есть. У Тимура находка. Кричит серебро. Он же? О, да ладно, да. Охренеть. Это дирхем, друзья. Подушатанный, конечно. Вообще подушатанный. Там арабская вязь вон. Да, растеклась. Да, хреново видно. Ну вон, тем не менее. Ты посмотри, а. Амиятский халифат. Куфический дирхем. Вот так вот, друзья. Да, есть улыбка, да, у меня, Паш? И следующий сигнал. И вот такая пуговица по Первой мировой. Номерная, тройка. Зачет, находка зачетная. Кругляшок такой. Уже сумерки наступают. Да, жизнь в лагере кипит своим чередом. Товарищ генерал соорудил печь из кирпичей и прогревается в данный момент. Давай. Сушим обувь мало-помалу. Костерок разгорается. Красота, друзья. Погода около 0 градусов. Просто замечательно. Кайф. Тепло. Зима, и мы с ночевкой на копе. Кирюха довольный будет. Кстати, вот мексиканский метод приготовления курицы. Послушайте этот звук, друзья. Настройтесь на изохронное биение природы. Валаш, пошел. Буквально так, короткометражные такие моменты. Только с немецким кирпичом такое получается. Восточно-прусский кирпич, друзья. Посмотрите, посмотрите. Ой-ой-ой. Сотни тысяч огоньков. Батюшки мои. Друзья, доброе утро всем. Ну что, переночевали мы нормально, на удивление.
Костер сам разгорался ночью. Вообще не замерз. А так нормально. В машине мы уже в холодное время второй раз с ночевкой ездим. На удивление и поспали все. И не холодно совершенно было. Ну ночью -2 было. Павел, вы знаете, как русскую печь топить? Показываю, как меня мать учила. Ложишь 2 бревнышка в печи. Ложишь остальные вот так примерно. Вот так вот. Вот так вот. И вот так укладываешь повыше. И потом мать моя делала как? Кочергой двигала в печь. Дынь-дынь-дынь вовнутрь туда. Складывала сюда. Щепок накладывала. Бумажку поджигала и все. Вот это все горело. И печь такая теплая была. Всю ночь лежали на ней. И еще утром грелись. Так в печи готовили пищу. Очень вкусное было. Не то, что сейчас на газу. И в духовках в этих. А в печи всегда была вкусная еда. Подковка на удачу. Вот, друзья, что-то более-менее интересное. Посмотрите, красота какая. Вон слепок от него. Ой, прелесть какая. Кончик. Красивый. Пашка, сфоткаешь, потом мне отправишь тоже? Ага. Ой, какая прелесть, да? Угу. Смотри, слепок он, оттиск. Это приятно, да, такие вещи? Угу. Следующая находка. Пуговица с короной. Это у нас Первая мировая война. Подмерзла земля, ребят. Ну, пашня такая. Ну, выцеганить можно. О, комковидные дела. Сигнальчик плачет. Сигнальчик плачет и поет. Сейчас Тимур его найдет. Ой, а это кто у нас? Всадник без головы и лошадь без головы. Интересно. Самое интересное. Блин, этот мне еще мешает. Опа, кусок ложки. Узорчатой. Из сплава из какого-то. Но не серебро. Так, вот и до генерала добрались мы. Смотрите, какая находка интересная. Такой пень декоративный. Чисто сюжет такой эльфийский. По друидам находка. Ну вот, Тимурыч достал. Это, наверное, пуговица была, только она какая-то подобгрызанная. Видите, с гренадой.
как будто центр ее. Тоже Первая мировая. Идем дальше. Опять в дороге сигнал, друзья. И мы видим один фенинг. И вы знаете, даже довольно-таки неплохой сохран. 1925 год. Вот такая единица. Следующая находка. Я думаю, это зацеп, наверное. Какой-то старого образца очень. Хотя могу ошибаться. Смотрите, ребят, что вылезло. Циркуль. Сейчас щеточкой его пройдемся и посмотрим. Magic people, voodoo people.